Глава 38. Голод и депривация. Врата к измененному сознанию. Эта глава посвящена более глубокому исследованию того, как голод и депривация, сенсорная, социальной стимуляции, сна, пищи влияют на тело, мозг и структуру человека как персонажа. Я объединю научные данные, нейрофизиологию и эзотерическое понимание, чтобы осмыслить эти практики как возможные переходы между уровнями сознания. 1. Почему голод усиливает состояние депривации? Физиология. В условиях голода организм переходит в режим охоты, активируя симпатическую нервную систему. Уровни кортизола, адреналина, кетоновых тел возрастают, усиливая фокус и восприимчивость. Энергетика. Пища заземляет. Отказ от еды облегчает подъем энергии по телу, активируя высшие центры. 2. Депривация как ускоритель практики. Изоляция отключает внешние ориентиры. Эго теряет точки опоры. Раскрывается доступ к подсознанию. Голод плюс депривация могут вызвать плазменные видения. Образ энергетического тела становится доступным. Коробочка, телефон, метафора внешней матрицы. Отказ от нее позволяет вернуться к внутренней навигации. 3. Что происходит с персонажем? При депривации персонаж лишается привычных ролевых алгоритмов. Он выходит за пределы сценария. Ложное «я» начинает разрушаться, освобождая место для прямого переживания себя как поля внимания. 4. Опасности и предостережения. Голод не для всех. Без подготовки может быть вреден. Депривация может активировать тень, старые травмы, архетипические страхи. Рекомендуется иметь якорь для возвращения. Голос, предмет, мантра. 5. Депривация сна, научные и эзотерические аспекты. Повышает нейропластичность, рост новых связей. Ослабляет префронтальную кору, освобождает интуицию. Стимулирует DMT, измененные состояния. В традициях используется для перехода между мирами. 6. Примерные практики. 24 часа без еды и медиа или без сна и медиа. Покой, заземление, осознание. Наблюдение тела. Фиксация тонких ощущений. Работа с кристаллом или дыханием. Вопрос. Что остается, когда я убираю все? Голод и депривация не методы наказания, а инструменты инициатической смерти. Это способ выйти за пределы, увидеть иллюзию и заново собрать себя на уровне истока. Но их следует применять с осознанием и уважением, потому что через них может прийти не только свет, но и чистота взгляда на все, что было скрыто. Депривация сна. Как и почему она разгоняет мозг. Научные механизмы. 1. Нейропластичность. При депривации сна
24-36 часов без сна, мозг входит в режим чрезвычайной ситуации. BDNF, нейротрофический фактор мозга, повышается на 200%, что ускоряет создание новых нейронных связей. 2. Дофаминовый взрыв. Недостаток сна временно увеличивает выработку дофамина. Это усиливает креативность, нестандартное мышление, ускоряет ассоциативные связи. 3. Отключение DMN. Сеть пассивного режима мозга Default Mode Network отвечает за самокритику и руминации. При депривации эта сеть частично отключается, что открывает доступ к подсознанию и интуитивным ресурсам. Кейсы из исследований. 1. Стэнфорд, 2021 год. Участники после 36-часовой депривации на 40% лучше решали тесты на креативность. 2. Мария, 33 года. Провела депривацию перед экзаменом. Результат. Информация сама всплывала в голове, как будто я подключилась к облаку. Секреты депривации сна, о которых не говорят. Временная потеря границ между внутренним и внешним. У некоторых людей активируется способность чувствовать поле, эмоциональное и мыслительное состояние других людей, как будто стирается барьер между субъектом и объектом. Сдвиг восприятия времени. При длительной депривации может возникать чувство, что время растягивается или сжимается. Это может быть использовано для работы с травмами, пересмотра событий или проживания инсайтов в ускоренном формате. Восприятие света и звука искажается. Многие отмечают, что при длительном бодрствовании звуки становятся глубже, а свет – жидким. Это открывает доступ к новым эстетическим каналам восприятия и даже может запускать синестезию. Вход в пограничное состояние между сном и явью. При достаточной тишине и неподвижности возникает возможность войти в сновидение в бодрствующем состоянии. Яркие образы, контакт с подсознанием и символами, как в шаманских сессиях. Глава 39. Тело – категория ума или власть над умом через тело. Тело – проекция ума в материю. Контролируя тело, мы обретаем власть над умом при помощи разума. Но это не борьба, а тонкая игра осознанности. В этом мире плотной материи ум неизбежен. Пока существуют стены, существует и ментальная активность. Но есть разница между разумом и умом. Разум – управляемая система. Ум – хаотичный поток мыслей, неуправляемый. Разум наблюдает. Ум метается. Через практику осознанного питания я открыла удивительный парадокс. Ограничение создает свободу. Сужение ведет к расширению. Контроль приносит освобождение. 10 лет фрукторианства показали, тело способно к квантовой перестройке. Включается холодный ядерный синтез.
вырабатываются все необходимые элементы. Система самообновляется. Наука подтверждает, при чистом питании активируются новые метаболические пути, запускаются механизмы клеточной регенерации, происходит перестройка биохимии, меняется экспрессия генов. Это стало экспериментом по преодолению системных ограничений, социальных установок, медицинских догм, пищевых стереотипов, ментальных блоков. Как депривация сна, так и чистое питание – это выход за пределы матричных программ. Тело начинает работать по новым законам, доказывая относительность привычных истин. В этом процессе пространство подстраивается под намерение. Материя следует за сознанием. Ограничения растворяются. Проявляется истинная природа реальности. Когда берешь контроль над телом через, например, осознанное питание, успокаивается ум, проясняется сознание, растворяются старые программы, открываются новые возможности. Это не просто диета, это практика освобождения от иллюзий через работу с самой плотной из них – физическим телом. В тишине осознанности хаос ума превращается в гармонию разума. Так проявляется истина. Тело – это язык ума, и, меняя тело, мы перепрограммируем сам ум. Это путь к свободе через форму, к безграничности через ограничения. Глава 40. Самадхи. Растворение иллюзии «я» и возврат к индивидуальности. Стоит рассказать еще об одном весьма интересном опыте того времени. Это случилось внезапно. Обычная комната, но необычный день. И вдруг реальность изменилась, оставаясь прежней. Исчезли названия, растворились концепции. Ушли все ментальные ярлыки. Осталось только чистое восприятие. Предметы были, но без имен. Движения происходили, но без делателя. Не было вопроса «Кто я?», потому что не было самого «я». В этом состоянии нет разделения на наблюдателя и наблюдаемое. Отсутствует ментальная оценка происходящего. Исчезает страх, ведь некому бояться. Остается только чистое присутствие. Трижды личность пыталась вернуться, врывалась с именами и понятиями, приносила узнавание «Я Екатерина», накатывал ужас осознания, возвращалась двойственность восприятия и снова растворялась, уступая место безличному наблюдению. Это состояние, как я узнала позже, одно из глубоких ступеней самадхи, когда спадает вуаль отдельного «я». То, что в храмах достигают десятилетиями практик, пришло спонтанно, потому что истинное самадхи нельзя достичь. Оно случается само, когда система готова отпустить иллюзию отдельности. В этом состоянии нет центра восприятия, нет разделения на внутреннее и внешнее, нет времени. Есть только есть. Это не было измененным состоянием сознания. Наоборот,
впервые проявилась истинная природа реальности, без искажений ума. То, что всегда здесь, но скрыто за вуалью концепций и верований. Страх возникал только когда возвращалась «я», личность, пытающаяся осмыслить неосмысляемое, ужас эго, столкнувшегося с собственной иллюзорностью. Это переживание показало: истинная природа реальности — нераздельное единство. Все остальное — игра ума, создающего границы там, где их нет. После опыта самадхи снова возник ключевой вопрос: возможно ли сохранить индивидуальное сознание, не растворяясь полностью в океане единства? Как остаться каплей, осознающей себя и одновременно являющейся всем океаном? Так родилась концепция эффекта матрешки, способа прогрузить высшие аспекты сознания в физическую форму, сохраняя индивидуальность. Но подробнее об этом чуть позже. Это как многомерная игра — быть частью целого, оставаться уникальным, создавать новые реальности, трансформировать материю. Суть эффекта — сохранение персональности, доступ к безграничному знанию, способность к творению миров, осознание единства со всем. Это похоже на фрактальную структуру. Каждая часть содержит целое. Целое проявляется через части. Индивидуальное и универсальное сливаются, но не растворяются друг в друге. Возник вопрос о возможности трансформации физического тела, выхода на новый уровень игры, сохранения осознанности в форме, объединения личного и безличного. Это стало началом нового понимания. Кто такие истинные игроки? Что такое персонаж? Как работает многомерное сознание? В чем смысл индивидуализации? Расширение восприятия привело к новым вопросам. Как прогрузить высший аспект в форму? Возможно ли сохранить тело при полном пробуждении? Как играть в игру осознанно? В чем смысл индивидуального пути? Эти вопросы сами по себе стали показателем трансформации сознания. Они никогда не возникли бы в обычном состоянии ума. Это было знаком того, что восприятие действительно расширилось, открыв доступ к более глубоким уровням понимания реальности. Глава 41. Театр теней и новая техника. После магического Бали я почувствовала зов вернуться в не менее волшебный Челябинск. Внутренний компас указывал: моя сила нужна здесь, среди родных зеркал. Первым таким зеркалом стала семья брата, живая лаборатория трансформации программ. В каждой семье существует свой театр теней. Брат и его бывшая жена Эл годами разыгрывали спектакль взаимного разрушения, где боль была единственным способом доказать существование любви. Их сын, чувствительный навигатор реальностей, искал убежище в компьютерных играх. Не от скуки,
от невыносимости наблюдать спящих родителей. В виртуальных мирах он находил то, чего не хватало в реальности: живые ощущения в теле, вибрации настоящих эмоций, пусть и через иллюзорные победы. Я предложила брату новую технику – карту тела. Когда накрывает эмоция, скажи: «Программа, я тебя вижу». Переключи внимание с L на свои ощущения. Где сжатие, где расширение, где давление. Каждая программа проявляется через тело при взаимодействии с зеркалом-триггером. Это работает как квантовый переход. Вместо погружения в иллюзию конфликта ты входишь в позицию источника. Тело становится приборной панелью, показывающей работу программ. Дрожь в коленях – страх отвержения. Жар в груди – погребенный гнев. Холод в ладонях – память предательств. Это не просто психология, это квантовая механика сознания. Когда ты удерживаешь внимание на телесных ощущениях вместо реакции на внешний триггер, происходит сдвиг точки сборки. Ты выходишь из матрицы эмоциональных реакций в позицию наблюдателя-творца. Брат начал практиковать эту технику. Я предложила ему не смотреть в L, а смотреть в свое тело. «Где сжатие? Где расширение? Где напряжение?» – спросила я. «Скажи: программа, я тебя вижу». Это и стало переломом. Потому что, когда ты переносишь внимание с человека на ощущения, ты больше не теряешься. Ты не уходишь в иллюзию образа, ты входишь в источник. Вместо привычного «ты всегда меня обвиняешь» он научился говорить: «Сейчас я чувствую тяжесть в груди. Программа, я тебя вижу». Результат превзошел ожидания. Эл, не получив привычной реакции, начала выходить из своего деструктивного паттерна. Их сын, заметив изменения в энергетическом поле родителей, стал чаще появляться в реальности. Теперь здесь тоже можно было чувствовать. Научное объяснение просто. Когда мы фокусируемся на телесных ощущениях, активируется парасимпатическая нервная система. Эмоциональный мозг успокаивается. Включается префронтальная кора, центр осознанности. Мы буквально переключаемся с программы «бей или беги» на программу «наблюдай и трансформируй». Но главное – это работа с энергией. Каждая эмоция имеет свой энергетический паттерн в теле. Осознавая его, мы перестаем быть марионетками программ. Внимание становится лучом света, растворяющим тени прошлого. Это как квантовый компьютер. Наблюдение меняет состояние системы. Когда ты говоришь «программа, я тебя вижу» и отслеживаешь телесные ощущения, ты становишься наблюдателем квантового поля своего сознания. Программа, лишенная автоматической реакции, начинает растворяться. В случае с братом мы увидели, как работает эта алхимия. Его тело было картой многолетних обид и страхов. Каждая ссора с Эл запускала каскад физических реакций: сжатие солнечного сплетения, напряжение в горле, холод в конечностях. Раньше эти сигналы игнорировались, порождая новые витки конфликта. Их сын
интуитивно чувствуя эту динамику, искал в играх то, что не мог найти дома – живой отклик тела на реальность. В виртуальном мире каждое действие давало четкий физический отзыв. Выброс адреналина, радость победы, вибрации опасности. Это был его способ оставаться живым среди спящих программ родителей. Работа с телом – это возвращение к подлинности. Когда брат начал осознавать свои телесные реакции, произошло удивительное. Его присутствие стало настолько реальным, что старые программы конфликта начали терять силу. Эл впервые за годы увидела перед собой не врага, а живого человека. Это похоже на настройку музыкального инструмента. Каждое осознанное ощущение – как верно взятая нота. Постепенно какофония программ превращается в гармонию присутствия. Практика показала 3 ключевых принципа трансформации. 1. Тело – это живая карта программ. Каждое напряжение, каждая вибрация, каждый импульс – это голос внутренней программы, ждущей осознания. В случае с братом его сжатое горло говорило о подавленной правде, а дрожь в коленях – о страхе потери опоры. 2. Внимание – это луч осознанности. Перенося фокус с внешнего конфликта на внутренние ощущения, мы становимся алхимиками своего сознания. Брат научился быть свидетелем своих реакций, вместо того, чтобы слепо следовать им. 3. Осознанное присутствие меняет реальность. Как в случае с чиновником в аэропорту, где его «прохода нет» встретилась с моим спокойным «как лучше поступить?», программа власти растворилась без борьбы, открыв путь к естественному решению. В работе с программами важны не только ощущения, но и наше присутствие между ними. Это вечное движение от тени к свету происходит через простое наблюдение. Когда мы видим программу, признаем ее существование и остаемся в позиции свидетеля, происходит квантовый скачок сознания. Тень становится светом, а свет – свободой. Когда ты находишься в источнике, все, что раньше казалось врагом, начинает звучать по-другому, а реальность перестает сжимать и начинает отвечать тебе по частоте.